Приветствую вас в моем экоблоге, меня зовут Эльвира, спасибо, что заглянули. Сегодня я хочу с вами поделиться своим небольшим открытием. Хочу рассказать, показать, как выглядит крем доктор Шеллер. Это бальзам, точнее, для рук, календула. Здесь объем 75 мл и стоимость его где-то в 500-900 рублей. Данный крем производит германский бренд, это доктор Шеллер. И у косметической продукции данного бренда есть сертификаты BDIC и Nature. Это означает, что косметические средства изготовлены без использования различных синтетических консервантов, отдушек. Используется растительное сырье, выращенное преимущественно органическим методом. Но что хочу сразу отметить, значок здесь здесь тоже должен быть, когда у средства есть эко-сертификат, его указывают то есть на каждой баночке, на каждом средстве. Вот именно здесь, именно вот на данной упаковочке я никакого значка не вижу, кроме значка веган, что это можно веган. То есть никакого BDIC, Nature здесь нет. То есть, возможно, именно данный крем не проходил сертификацию. Но хочу отметить, что состав данного крема очень хороший, очень работающий. Давайте мы на него посмотрим. Здесь мы видим, на самом деле присутствует экстракт календулы. Есть также алантаин, который также увлажняет кожу, обладает такими антивозрастными свойствами данный компонент. У многих, возможно, возникнет вопрос, что здесь есть цициарил алкохол, то есть спирт, да, у всех сразу такое возникает: ой, да здесь спирт, это очень плохо, спиртов не должно быть в косметике. На самом деле спирты бывают разные, и именно вот этот цициарил алкохол это жирный спирт. Жирные спирты у нас имеют вообще такую воскоподобную, очень густую консистенцию, в отличие от обычных спиртов. И жирные спирты, они создают, у них есть окклюзивный эффект, то есть они создают такую пленочку, но при этом через эту пленочку у нас кожа дышит. Вот. Поэтому цициарил алкохол в данном креме, хочу заметить, кстати, что у многих косметических средств, которые произведены в Германии, у многих вот именно используется цициарил алкохол в составе средств. То есть бояться этого не надо, на самом деле данный спирт, он наоборот увлажняет кожу. А вот бензилалкохол, который уже находится практически в конце списка, вот это уже консервирующие вещества и ароматизирующий компонент. Вот данный спирт уже играет роль именно консервирующего вещества, чтобы не размножались различные бактерии и крем не пришел в негодность сразу же после его открытия. Хочу также отметить в составе данного крема очень классные такие компоненты, как календула. Крем называется календула, и вот как раз таки здесь содержится календула, которая заживляет различные трещинки и убирает воспаление на коже. Ретинол пальмитат – это естественное производное витамина которое также очень положительно сказывается на коже и еще имеет такой антиэйдж эффект. Витамин С, аскорбилпальмитат, растворимое в масле формы витамина С, которое также играет роль антиэйдж средства, и поэтому ваши ручки еще и будут немножечко так омолаживаться. Вот. Что хочу сказать про данный крем. Он на самом деле очень рабочий, на него очень много классных, потрясающих отзывов. Естественно, есть и те, кто не понял данный крем, возможно, да, кому не понравилось, как он вообще лежит на руках. Вот. Но в основном данный крем имеет только положительные отзывы. Все пишут, насколько он крутой и как он классно вообще увлажняет кожу рук и на самом деле заживляет трещинки. Я сама на этом убедилась. Сейчас зима, кожа рук, она тоже такая очень сухая становится, шелушится. И вот буквально за 2 применения данный крем мне помог избавиться от шелушений. Каких-то таких явных трещин у меня ничего не было, но вот именно шелушения на руке у меня прошли. После недели использования я заметила, что мне крем в принципе больше не нужен, и недели 2 я обходилась абсолютно без крема, то есть мне крем вообще для рук не было необходимости его наносить. Единственный минус данного крема это то, что после его нанесения на руках такое, по мне остается такое неприятное ощущение. По крайней мере, мне так показалось. Мне некомфортно было с ним ходить. Если
кто-то работает с бумагами, и кто-то наносит крем на работе, например, да, то данный крем точно не подойдет, потому что вот эта вот пленочка, она остается, и она будет мешать работать с бумагой. Вот это вот неприятное ощущение длится, наверное, минут 15, потом оно проходит. Поэтому я бы, наверное, возможно, рекомендовала наносить данный крем перед сном. И вот именно я делаю, вот, наношу его именно перед сном, вот именно когда лежу уже в кроватке, наношу крем и убираю его на прикроватную тумбочку, и все. Вот этого достаточно один раз в день перед сном, чтобы ручки выглядели красивыми, увлажненными, ухоженными. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Он такой желтенький, очень густой. Хочу сказать, что вот этого вот объема 75 мл хватит на очень-очень долго. Еще и на второй сезон останется. Посмотрите, какой он густой, он вообще не капает, вообще не двигается с места. То есть я его нанесла, он как был в такой густой консистенции, так и остается. Посмотрите, какой он густой. Кстати, аромат у него такой приятный, но при этом насыщенный. Но продукция Dr. Scheller не содержит синтетические компоненты, поэтому здесь отдушка, она натуральная. Такое для меня, для человека, который не очень-то воспринимает все ароматы, для меня он очень такой рисковатый и сильный, но при этом пахнет приятно. Если у вас сухие руки, вы не знаете, уже перебрали все кремы различные для рук, то обязательно попробуйте данный крем. Я думаю, вы останетесь довольны, и вам он поможет избавиться от трещинок и сухости на коже рук. Если видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк. И если вы вдруг пользовались данным кремом, я буду очень рада отзывам, которые вы оставите под данным видео. Пока-пока!